первое, что сейчас у нас будет, это у меня выгрузка на конюшне. Вот такая погода у нас. С мокрым снегом. И вот туда мне куда-то надо. И чем дальше, тем страшнее, как говорится. Да, начинает у меня она подбуксовывать. Да ладно. Ох-хо-хо-хо, как нас носит-то. Так, вот я мучился с подъемом. Камера была не включена. Еле я поднялся. Дали мне загрузку в городе Бодо. Там мусор какой-нибудь, что-то в этом роде. И мне поэтому 200 километров нужно ехать. И это почти, я так понимаю, вся такая дорога будет. И малейший любой подъем, в принципе, для меня будет приговор. Я сейчас ехал, смотрел, передо мной легковушки меня тормозили. Я понимал, что подъема я не видел впереди, но думал, как только будет карман, я их отпущу и поеду сам свободно. Если бы я на максимальной скорости заходил бы, то в принципе было бы нормально. А так я с 70 начал заезжать в подъем и, конечно, вот, ничего хорошего из этого не вышло. Но кое-как с помощью всех кнопок, которые были, хотя у меня их немного, только блокировка и отключение противобуксовки. В общем, на отключенной противобуксовке я вытянул. И сейчас надо искать карман и одевать цепь. Логисту, что сегодня на выгрузку я вряд ли, на загрузку я вряд ли успею. До 2 часов там загрузка работает, а сейчас у нас 10:30. Мне 200 километров. Но я написал на всякий случай, что вероятнее всего я не успею и буду, скорее всего, одевать цепь. Это самая мерзкая погода. Потому что и снег идет вроде бы, и он и тает, но оставляет за собой вот такую вот слизь скользкую на дороге. И когда у вас жопа пустая, то получается то, что получается. Не знаю, сейчас буду ехать смотреть. Мне нужен, во-первых, в первую очередь в кармане стать в хорошем и просмотреть вперед, где у меня еще будут подъемы затяжные. И думать, как бы, что мне делать. Одевать цепь или не одевать. Потому что, ну вот видите, да, вот дорога, в принципе, можно ехать. Я еду сейчас 80, стабильно, нормально. Но только подъем, если меня кто-то подсадит, все. Даже если затяжной подъем, вот как у меня сейчас был, я уже ехал, и как я только там не выкручивался, я и старался ловить где побольше снега, чтобы хоть какой-то зацеп был. Ну, в общем, с горем пополам я вышкребся. Но уже было на грани. На грани было остановки. Еще самое было неудобно, эта остановка произошла бы на повороте. То есть, ну, шансов у меня было бы очень мало одеть цепи, там, не скатиться ни вправо, ни к отбойнику. Точнее, ни влево, ни в кювет и ни к отбойнику. Вот вам и 2 мая. День труда в полном исполнении. Тоже опасно на всей скорости на 90 входить в такие повороты в гололед. Но нужно скорость выбирать, насколько вам она будет комфортна и безопасна для движения. Если вы не уверены, что вы справитесь с управлением,
то, конечно же, сбрасывается. Но, как бывает, вот самая такая противная и подставная ситуация в Скандинавии, это ты идешь на подъемчик, впереди поворот, 2 скалы по бокам. Ну, вот как и сейчас, в принципе, было. Что-то похожее. За поворотом подъем. И вы сбрасываете скорость, потому что, ну, так-то очково на 90 залетать-то в этот поворот. И вы сбрасываете там до 70, до 65, заворачиваете, а там подъем затяжной, такой как здесь. И все. Вы начинаете лосить по всей дороге, буксовать, и в итоге никуда не подниметесь. Сейчас у меня была стартовая 85 перед этим подъемом. Но вот если бы сейчас у меня была скорость меньше, у меня бы были бы проблемы. Вообще эта дорога Е6, так? И начиная вот в принципе от Стейнхера, наверное, будет правильно, да, вам сказать. Если еще от Транхейма, ну до Транхейма понятно, это самая вообще легкая дорога, тройка. Вот. Если от Транхейма до Стейнхера тоже там особо ничего страшного. А вот уже от Стейнхера и дальше уже начинается вот это самое, мне, по моему, опять-таки, мнению, за счет того, что это одна из основных дорог в Норвегии, она самая сложная. В плане того, что здесь вот эти вот подставные подъемчики всегда. Низ, вверх, вверх, низ. То есть, если мы идем конкретно, например, да, там на Берген, на Алису, у нас есть перевал, есть подъем. И мы знаем, например, все, перед перевалом мы оденем цель, погнали. И четко все проехали. Все, потом мы спокойно там едем. Здесь же нет, здесь маленькие вот эти вот подъемчики, все спуски. Есть несколько, конечно же, больших подъемов. Но они, конечно, как и всегда. Место для одевания цепей есть. Все нормально. А вот типа вот таких вот ситуаций, как сейчас, и сейчас бы, если было бы -2, наверное, какой-нибудь, то вот все. Вот тоже я даже на скорости, мне кажется, не зашел бы на этот подъем, на двухосник. Ну, может быть, конечно, зашел бы. Я просто так, если честно, уже с давних времен. Я начинал, когда работать, еще в белорусской компании, белорусско-российской компании АПС, то мы на Россию ездили, у нас, конечно, не было никаких ни цепей, ничего, и двухосник, и вес непонятно как распределен, были разные ситуации, но в России немножко другая ситуация. Ты там не поднялся, и ты, грубо говоря, за бутылку водки тебя вытолкают оттуда первая же посыпалка или еще что-то. Ну, это недорого. И плюс там широкая дорога. Кто бы что там сейчас не кидал камни, да, в России широчезная дорога. И я знаю, о чем я говорю, потому что я ездил там. Там есть обочины, самое главное. Здесь же шаг влево, шаг вправо. Это еще, я то, что сейчас еду по шестерке, в данном вот момент, это еще широкая дорога, это широчезная дорога. И за счет вот этой широчезности я, когда включил камеру, я смог подняться, потому что мне хватало маневра, я там всей жопой возился по двум полосам. Вот, и вот они, страшные люди, самые страшные люди. И они на этой дороге находятся. И мне их нужно отпускать нахрен просто, чтобы они катились к чертям собачьим. Потому что впереди подъем. И вот это, кстати, российский вариант. Я даже в одной ситуации такой был, шел снег, и собиралась огромная колонна. И сами гайцы, то есть вот по одной машине отпускали. Длинный спуск такой с подъемом, и нас по одной машине отправляли. Я не помню, где, это где-то на Урале была такая ситуация. Так, ну должен я успеть до 90 занять. Успеваю, на мануалочку переключаю, чтобы она мне передачу не сбила, потому что я должен зайти. Ну хотя
как оказалось, он не такой и страшный, знаете, издалека он выглядел пострашнее. Но, как говорится, всегда нужно перестраховываться. Так вот, ну что, я знаю, как на двухоснике работалось в России. И на самом деле, там, я думаю, ничего сейчас не поменялось. Там по-прежнему так же хреново посыпают дороги, так же хреново их чистят. И также все там ездят без всяких цепей. Вот. Я думаю, те, кто только ходят на севера, там, на Якутию и так далее, те только знают, что такое вообще цепи. И для чего они нужны. Так вот, здесь сейчас избавиться мне нужно от этой легковой. Потому что из-за этого тошнотика можно попасть. И приближаться к нему не хочется, чтобы успеть. Ну, как, здесь я его не обгоню, конечно. Потому что может кто-то выскочить из-за поворота. Но я буду искать варианты, и в момент обгона я буду моргать ему фарами, чтобы он увидел и сбрасывал скорость. Здесь в этом плане Норвегии понимают, когда что-то такое... Погода, тем более, когда плохая, если видит, вообще в теории должен он остановиться и пропустить. Дорожка идет, просматриваемая. И вот здесь я могу его и обогнать, в принципе. Потому что он вообще просто вот, лишь бы что. Не моргнул я ему, но так сойдет. Вот наш перевал открыт, никаких предупреждений нету. Ну и дорога, я смотрю, хорошая пока что, но -1. Поэтому огромное нужно внимание сейчас уделять, чтобы не было гололеда. И здесь сразу, как только мы пошли наверх, сразу усилился снег. Как видите, встречка засыпана от ветра. А у меня такое объявление. Мы сейчас будем пересекать черту Заполярья и окажемся за полярным кругом. И я надеюсь, здесь можно нам заехать. Снегом тут не засыпано, должно быть почищено. Arctic Circle Center. И координаты, точки, где разделяет полоса наш земной шар на полярный и неполярный круг. Класс. Ага, круто. Заехать-то я заехал, а выехать попробуй теперь выехать, да? Я не ожидал, что здесь настолько все так плохо.
Эх, нормально. Так. Вот так, без единой потери. Конечно, люблю я создавать себе проблемы. Прям фанат, мне кажется, я этого. Ну, раз уже заехал, то надо ехать фотку делать. Че, я зря сюда приперся, что ли? Километров до Бодо осталось. И как видите, здесь уже совсем другая картинка. Ну, конечно же, на горах лежит снег, потому что он падал ночью. Ну и сегодня, может быть, он, ну, по крайней мере, на дороге следов нету, как минимум с утра. Вот. А фирма у нас загрузки, по-моему, мне известна. Но я уже узнаю об этом, когда туда подъеду. Название мне очень знакомое. По-моему, в прошлый раз, когда я был в Бодо, кстати, я видео тоже снимал тогда, я ставлю ссылку в описании на это видео, если это будет та фирма. Ну, сейчас все узнаем. Я успеваю. До 2 часов было написано в задании мне попасть на выгрузку. Сейчас 11:30 по местному времени. Так что норм, мчим. Ирис Милоторг.
Да, это та фирма, где я уже загружался. И действительно до 2 часов у них работает загрузка. А я же приперся в час дня, так что без проблем, я думаю, меня загрузят. Видео ставлю в ссылке в описании. Кто хочет, переходите, смотрите, как я здесь уже загружался. И потом, главное, посмотрим, какую мне дадут границу. Потому что сейчас на границах ближайших очень несладко. Это мой первый и главный вопрос. Какая будет граница? Все, загрузился я максимально как мог. По весам впритык просто проходит. Надеюсь, если транспортники меня остановят, то ничего не будет. Ну, вроде бы все пляшет. Хорошо. Едем и граница Юркин-Далин. Погода, идет снег. Посмотрел сейчас вот прямо камеры на границе. Вроде бы все хорошо. Вроде бы сухо. Снег не идет. И будем и дальше так мы надеяться. И Значит, 1250 мне километров до выгрузки в Швеции. Ну и сейчас посмотрим, как у нас будет граница, как у нас там будет по Швеции. Вот что у нас происходит. Видимость плохая. Снег ляпает мокрый. Ну, в общем, как и было, только тут почти он как дождь, а не снег. Все, выезжаем в сторону границы. До границы мне выходит отсюда 126 километров.